Здравствуйте, друзья! В эфире «Геоэнергетика Инфо». С вами Светлана Пикта и Борис Леонидович Марцинкевич. Борис Леонидович, приветствую вас. Добрый день. Страны ОПЕК плюс продлили ограничения на добычу нефти. Вопрос, почему? Ведь собирались отменить это ограничение как раз в декабре. Давайте попробуем разобраться, что происходит. Стоимость нефти, если мы говорим о марке Brent, сейчас где-то в пределах 72-75 долларов за баррель. Выше не поднимается, и, судя по всему, это тот порог, ниже которого странам ОПЕК плюс становится просто неинтересно. Неинтересно не в том плане, что хочется заработать больше денег, но надо помнить, что с природными ресурсами, со многими, есть такая интересная сказка про Алису в «Стране чудес». Даже для того, чтобы стоять на месте, надо очень быстро бежать. То есть для того, чтобы поддерживать уровень добычи хотя бы на нынешнем уровне, необходимо постоянно вкладываться в геологоразведку и в разработку новых месторождений. То, что на сленге называют upstream. Если ты этого не делаешь, то ты не наращиваешь, ты просто начинаешь сворачиваться. А это, соответственно, вызывает искажение в другую сторону, меньше нефти на рынке, соответственно, вырастает цена, падает спрос, ну и так далее. То есть начинаются вот такие качели. Те причины, которые могли бы привести к повышению нефти, ну, их как бы, с одной стороны, достаточно много. Здесь и проблемы в Красном море в связи с действиями хуситов, и напряженность на Ближнем Востоке в связи с действиями молодой израильской демократии. Хотя нет, уже можно, если Amnesty International назвала действия Израиля геноцидом, то я уже вполне политкорректен. Но вот эти, так скажем, военные премии, ожидание того, что может произойти еще более высокий уровень эскалации и возникнут проблемы не только в Красном море, но и в Персидском заливе, в Оманском заливе, это уже все выбрано. То есть нефтяные компании уже привыкли к тому, что да, через Суэцкий канал пробираться сложно. Там, если судить по статистике Египта, количество проходящих судов уменьшилось в 3 раза. Значит, научились путешествовать вокруг Африки, то есть вот все эти риски были уже учтены. Учитывать больше нечего, то есть здесь более-менее пока можно считать, что уже все стабилизировалось. С одной стороны. С другой стороны, не так сильно вырос спрос со стороны Китая, ожидали более высокого уровня развития экономики. Судя по всему, там какие-то 7-8%, не более того. Известно, что у нас очень высокий уровень развития в России, целых 4%, там, вот если 6-7%, это уже нечто из ряда вон выходящее. Есть еще опасения, совершенно непонятные, на основании какого анализа сделанные, что приход к власти вновь избранного президента Соединенных Штатов мистера Трампа приведет к наращиванию объемов добычи в Соединенных Штатах, на территории Соединенных Штатов американскими компаниями, что тоже, так скажем, как-то на языке биржевых брокеров называется медвежье настроение, то есть тоже будет приводить к дальнейшему снижению стоимости нефти. Если говорить серьезно, то на самом деле, пока у нас все еще наиболее развитая часть планеты – это северное полушарие, в северном полушарии зима. Зимой спрос на нефтепродукты вполне традиционно идет вниз. Так что вот на этот момент пытаться наращивать объемы добычи, объемы продаж на мировой рынок ни к чему хорошему не приведут. И, на мой взгляд, решение совершенно такое объективное, без спешки, без каких-то перегрузок. Да, там можно рассмотреть, как все это будет выглядеть, но постепенная отмена квот на снижение начнется с апреля этого года. Я думаю, что здесь, наверное, пусть это не гласно, но к соглашению ОПЕК плюс присоединились 2 страны ОПЕК. Теперь уже даже 3. Имеется в виду Венесуэла, Ливия и Иран, поскольку на них и рестрикции достаточно серьезные, и в Ливии
наступила демократия по-американски, по-европейски, страна расколота, два правительства и так далее, и так далее. То есть их не трогали, понимая, что у стран настолько сложное экономическое положение, что для них сокращение объемов добычи будет вообще вести к экономической катастрофе. Но, тем не менее, если опираться на ту информацию, которая поступает из Ирана, объемы добычи превышают, объемы поставок на мировой рынок выросли почти до 2 миллионов баррелей в сутки. Немножечко подтягивается Венесуэла, вроде бы очередной какой-то стабилизационный период наступил в Ливии. Видимо, это тоже надо каким-то образом учитывать, может быть, об этом не говорят вслух, но наверняка на счетах, на калькуляторах все это учтено. Так что, на мой взгляд, совершенно нормальная ситуация. Пауза взята в том числе и для того, чтобы посмотреть, какими будут первыми действия новой американской администрации. Вот тут каждый день высчитываем новости, кто на какие посты, предполагается, будет назначен. Так что, может быть, это немножко... Да, мы привыкли к тому, что страны ОПЕК – это страны ближневосточные, народ там горячий, но действуют они в таком эстонском режиме. Не надо торопиться, надо посмотреть, что будет, как справиться со своими проблемами Китай, будет ли Дональд Трамп какие-то действия предпринимать. Здесь от него можно было услышать многое. И повышение ввозных пошлин на все товары из тех стран, которые отказываются от доллара, и что мы только не слышали. Поскольку слушать мы уже все устали, я думаю, что вот эта пауза, чтобы подождать, когда от слов наконец перейдут к делу, она правильная пауза. Мгм. А что для нас это будет значить все-таки, вот для России? Для России, тут достаточно сложный вопрос. С одной стороны, мы не можем наращивать объемы добычи так, как хотелось бы. Все-таки не надо забывать, что изрядная доля поступления в государственный бюджет – это именно поставки нефтепродуктов, нефти, нефтепродуктов, природного газа. Ну, о газе сейчас, если говорить об ОПЕК, это означает, что рост мы сами себе ограничиваем, подписав соглашение ОПЕК+. В свою очередь, это развязывает руки главной организации, которая отвечает за развитие нефтяного сектора в России. Я имею в виду, конечно, Министерство финансов. Именно оно принимает все решения, именно оно увеличивает, отменяет ставки всевозможных налогов и пошлин. Вероятнее всего, несмотря на то, что сегодня в Совете Федерации проходило совещание по тому, как чувствует себя малая нефтяная организация, в России с каждым годом все больше трудноизвлекаемых запасов, сейчас до 50% доходит, все больше месторождений на поздних этапах выработки и достаточно большое количество месторождений малых, которые не интересуют крупные компании. То есть, там, если речь идет о добыче в течение года миллиона тонн, то понятно, что ни Роснефть, ни Газпромнефть таким месторождением просто не заинтересуются. Это совещание было, разумеется, никаких поблажек со стороны Министерства финансов ожидать не приходится. Министерству финансов нужны деньги сегодня и сейчас. Поэтому, несмотря на то, что есть мировая практика, что именно малые нефтяные компании задают технологическое развитие, они более мобильны, быстрее вводят любые новшества, потому просто меньше масштаб компании, если что-то сумели придумать, можно сразу и внедрить. Вот этого в России нет и вряд ли предвидится. С учетом того, что растет объем трудноизвлекаемых запасов, с учетом того, что есть необходимость развивать добычу морскую, шельфовую и так далее, здесь тоже никаких подвижек со стороны Министерства финансов не наблюдается, в том числе и новый проект Лукойла в Каспийском море тоже будет облагаться на общих основаниях. Это говорит о том, что очевидно желание Министерства финансов добиться того, чтобы на тот момент, когда начнется рост спроса, мы были к этому не готовы. Мне кажется, это основная цель Министерства финансов. Для чего это делается, сказать сложно, но такова реальность. Да, поневоле начнешь что-то додумывать. Я предлагаю считать, что ни я, ни вы не обладаем тем объемом государственной мудрости, понимания интересов России, которые имеется в Министерстве финансов, поэтому нам этого просто не понять. Не можем же мы критиковать Министерство финансов. Очевидно, что оно действует совершенно верно. Хорошо.
Ну, а для Европы что это будет значить? Ну, в Европе положение остается ровно таким же, как и без этого решения. На территории Европы нефтяных месторождений практически не осталось, если не считать Северного моря, где ведут добычу в норвежском секторе и в британском секторе. Но многочисленное правительство Англии, их тут какое-то количество пробежало вдоль нас, не очень понятно, что они там, на чем они хотят остановиться, на каких политических деятелях. Одни из этих политических деятелей еще в 2022 году, в разгар энергетического кризиса, догадались ввести пошлины на сверхдоходы нефтяных компаний, добывающих. Это привело к тому, что начался отток добывающих компаний из их сектора Северного моря. Потому что, если говорить о тех объемах налогов, которые необходимо платить, до 85% стоимость дополнительно, в общем, до 85% будут налоги. В таких условиях никто работать не может. Норвегия, которая, как известно, ни в какой Евросоюз не входит, занимается своими поисками, разработками месторождений в собственном режиме, безо всякой оглядки на третий энергопакеты и прочие чудеса. Ну, сказать, что у нее что-то удачное получается, пока тенденция последних лет 15, крупные месторождения выходят на поздний этап выработки, объем добычи снижается, новые открытия с трудом перекрывают вот эти убытки, то есть какой-то стабильный уровень есть, выше не поднимается. Маржа нефтеперерабатывающих заводов значительно упала, потому что отказ от поставок российской нефти привел к тому, что нефть приходится закупать от других поставщиков, там другие логистические расходы. Соответственно, то, что мы наблюдаем, оно, видимо, будет продолжаться и дальше. Двукратное увеличение объемов поставки нефтепродуктов из Индии, трехкратный объем повышения поставок нефтепродуктов из Турции. То есть для них особо ничего не меняется. Все в порядке. Да, ну и я зацепилась, последний вопрос, за то, что вы сказали, что страны ОПЕК плюс притормозили, да, с решением, с оглядкой на будущее президентства Трампа. Что В же, том числе. да, что такого, чего такого они боятся? Ну, нельзя сказать, что мистер Трамп был достаточно предсказуем, какими у него будут действия, сказать сейчас сложно. Может быть, появятся какие-то налоговые льготы для американских компаний, для того, чтобы стимулировать их, увеличить объемы добычи. Здесь же, как бы две тенденции есть. С одной стороны, если ты хочешь увеличить объемы добычи и снизить уровень цен, тебе необходимо вкладывать. То есть вкладывать деньги в твое производство, чтобы твой товар стал дешевле. Ну, мягко будет сказано, не самое такое оптимистичное решение. Но есть вторая тенденция. Вот мы вложимся, снизим цену, потерпим, слабые с рынка уйдут, мы займем их сегменты на мировом рынке, а потом цену поднимем и отыграем все назад. То есть, вот, если играть в долгую, то можно пробовать вот такую тактику использовать. Но если послушать заявления американских менеджеров, их вот такой второй вариант подождем, потерпим, зато останемся одни и всех победим, не устраивает. Не устраивает по тем причинам, которые мы наблюдаем в этом лучшем из миров. Тот самый энергопереход, огромное количество льгот в сторону возобновляемой энергетики и ужесточение налоговых рестрикций в адрес традиционных компаний, добывающих, усложнение получения всевозможных субсидий, кредитов и так далее, и так далее. То есть, видимо, для того, чтобы американские мейджоры задумались о том, что можно вот так увеличить объем добычи на сниженных котировках потерпеть, надо как-то дополнительно стимулировать со стороны государства США. Может быть, вот опасаются, что такой вариант будет. Прежде всего ожидают, что будет возобновлено строительство магистрального нефтепровода Keystone XL. Это тяжелая нефть Канады доберется практически до южного побережья США, где наибольшее количество нефтеперерабатывающих заводов есть, и тогда можно будет говорить о том, что и увеличить объем поставок нефтепродуктов, и прекратить
закупки тяжелой сернистой нефти у других игроков, с одной стороны, но одновременно мы услышали желание мистера Трампа поднять на 25% налоги на весь импорт из Канады, поскольку Канада не борется с потоками мигрантов. Так что, я думаю, вот с учетом волатильности поведения, стремлений и заявлений мистера Трампа, ну, действительно проще подождать. Спасибо большое за комментарий, Борис Леонидович. Друзья, мы ждем вас в наших эфирах. Всем спасибо за внимание, всем всего доброго.